Всем доброе утро. Вчера практически все криптовалюты росли, некоторые пампили, такие как ЧЕС. Про нее отдельно поговорим, про то, когда я заходил на нее. Такие криптовалюты, как Кокос, которые пропампились, сейчас идут на коррекцию. Гала, Дар, Mbox, вы видите эти большие проценты. Митх тоже хорошо просел, поэтому, когда вы начинаете заходить, особенно новички, я просто удивлен. Очень много новичков появляется в криптовалютах, которые неделю, может быть, месяц находятся. Они ничего не понимают, и постоянный поиск пампов, постоянный поиск 100, 200, где 600%. Это вы должны понимать, новички, что даже 1% в день к депозиту, это будет успех. Некоторые спрашивают, вот у меня было, я зашел на эту крипту, у меня плюс 150%, это хорошо. Ну, а как вы думаете, если у вас будет минус 50 или минус 150 на фьючерсах, это хорошо? Спрашивайте себя. Что я имею в виду под рисками? Вот вы видите вчерашний день, плюс ЛТО дал, Роуз, ЧС, РАР, Лина. Ну, нету особого труда, чтобы заработать деньги. Заходите, ждете, продаете. Но всех на место ставит как раз коррекция рынка. Все, кто не умеет торговать, все начинают в чат писать, что делать, до скольки вырастет, а вырастет ли, а что вы думаете, продавать или не продавать и так далее. Вот вчерашняя ситуация с графиками, вот сегодняшняя ситуация. Если вы не на этих криптовалютах, даже ЧЕС, если вы сейчас зашли, вы уже в плюсе, если зашли на АТХ вчера, то тогда в таком случае вы уже в минусе. И это нормальное явление, потому что любая коррекция – это заработок тех, кто заходил внизу. И нужно вам начинать изучать материал. По поводу Гала, Кокос, я писал вам в прошлом видео, рассказывал вам. Вот, допустим, что касается ЧЕС, вот я писал еще 17 ноября. Что такое 17 ноября? Это вот примерно здесь я писал. Была цена $2. Еще упала она на 17%. На каждом падении я докупал. И когда цена вышла в плюс, конечно же, я начал фиксировать. Я написал, когда я зафиксировал. Это как в виде бонуса плюс 150%. Суммарно, как я уже писал, допустим, отсюда цена выросла на более 230%. И сейчас скорректировалась цена на 47%. Чтобы вы понимали, когда вы видите такой большой рост, памп, будьте готовы к тому, что будет и большое падение. Поэтому я и написал, ее могут пропампить, я буду докупать на каждом падении эту криптовалюту. Плюс 230%. По Кокос также говорил в видео, я рассказывал еще до пампа, вы видите, цена торговалась в районе 1.88 тогда. Я по FIBE натянул глобально, показал несколько уровней, 2.80, 4.39, 5.95 и локально. Ну, ажиотаж, как видите, в этой крипте был очень велик, и она выросла до 6,5. Потом была коррекция, и в дальнейшем я говорил, что если здесь у нас есть уровень поддержки, если отсюда мы отскочим, скорее всего максимум мы дойдем до сюда. Здесь нужно смотреть за отработку уровней. Если цена пробьет вот этот нисходящий канал, в таком случае нам можно рассчитывать на закреп и движение вверх в вот этом восходящем канале. Но любая другая ситуация, у нас есть уровень поддержки более сильный, чем этот, первый и второй. Отсюда может быть движение вверх, опять-таки до вот этой линии тренда, и опять движение вниз. Когда начинает криптовалюта корректироваться, конечно же, необходимо, я считаю, вам посмотреть на прошлые криптовалюты, которые пампились. Можно посмотреть историю VRX, криптовалюта очень сильно выросла в свое время. Можно посмотреть на криптовалюту NU и тоже понимать, на каком свете может быть Кокос. И опять-таки, когда вы заходите уже здесь, это все опасно, когда цена уже пропампилась. Необходимо в вашем случае, например, зайти в телеграм-канал, здесь написать PDF и почитать про паттерны, почитать книги японские, свечи и так далее. И начать разбираться. Поскольку
Люди, которые заходят в растущем рынке, конечно же, они могут заработать. Люди, которые не продают в период коррекции, то хочешь не хочешь, а вы останетесь без денег. Особенно фьючерсы. Фьючерсы новичкам вообще лучше обходить стороной. Заходить туда не стоит, пока вы не разобрались со спотом. Давайте посмотрим на Вот этот памп, похожий на памп кокос. Давайте 4 часа. Открою, покажу, что я имею в виду. Вот он стоил 0,29. Вырос он на практически 900%. Скорректировался. Давайте отсюда, по примеру. На протяжении 12 дней он корректировался. Вот вы видите падение на 50%. Потом рост. Потом опять коррекция на 58%. И волны становились все меньше и меньше и меньше. И тут уже финальное такое падение. Опять выкупили. И продолжение падения. То есть если провести некую линию, или даже если провести вот эту линию, которую я проводил ранее, ее криптовалюта так и не пробила. Движение цены идет в нисходящем канале. Да, она не упала до 0,29. То есть люди, которые зашли, все равно в профите. Люди, которые зашли здесь. Что касается людей, которые заходят на АТХ, что я говорю, они до сих пор в минусе. И цена этой криптовалюты после достижения АТХ упала практически на 70%. То есть из вложенных $1000 минус $700 у людей. По поводу того же Fibonacci. Вот, натянув ее сетку, мы видим значение 2,75. Вот как раз к этому мы значению практически пришли. Это не значит, что всегда так будет действовать, но мы хотя бы понимаем, что у нас есть уровни раз коррекции, 2 и 3. Сейчас мы практически пришли к уровню, когда цена была 0,80. Это был листинг на Binance. И практически здесь мы и торгуемся. Пока вы занимаетесь кокосами или другими криптовалютами, которые падают от крипта QE, выросла на 107%. Это буквально с 19 ноября. То есть, купив эту криптовалюту 19 ноября и держа ее на споте, вы бы могли заработать 200%. А так, она уже давно растет с 6 ноября, но ваши эмоции мешают вам торговать. О чем я говорю? Вот эти значения минус 22%, значения минус 37% показывают, скажем, ваше умение торговать. Как бы я сделал? Если бы я покупал в этом уровне, я бы здесь уже бы продал, я бы поставил стоп, увидев разворот цены. Ее можно хорошо увидеть на младших таймфреймах, когда у нас есть памп. Памп это сильно сказано. Когда у нас есть сильный рост, которого нету вот здесь или здесь. Я бы здесь либо фиксировал часть и ставил стоп где-то в этом уровне, если бы цена не пошла дальше, тогда бы меня выбрало по стопу, но я бы заработал деньги. И выкупал бы внизу. Но это уже называется трейдинг. Если вы рассматриваете долгосрочные вложения, то выкупать в этом уровне или в этом уровне будет глупо, поскольку в долгосрок необходимо искать монеты, которые уже упали. Например, вот таким образом есть CND, криптовалюта, которая сильно упала, она может еще просесть, но в итоге можно ее покупать частями, как я покупал ЧЕС, и потом зарабатывать. По поводу процентов. Вот видите, одна ячейка 3,85%, так же как и минус 3,7%. Если цена это 4 часа, то есть на данном этапе, когда вы хотите рассмотреть ее покупку или продажу в течение часа, скорее всего у вас не получится это сделать без минуса. Поэтому ее рассматривать только в долгосрок или в средний срок. Она уже с 11-19 выросла на 8, 11, то есть какой-то процент уже плюса есть. Я думаю, что цена на ней может еще опускаться, но опять, если по-умному выкупать ее, можно неплохо заработать. Вот 69% общая свеча. Давайте посмотрим месячные. Вот у нас 448%, 60 минус.
минус видимое 23%, плюс 44%. Поэтому CND возможно рассмотреть покупку на споте в средний срок.